Всем привет, ребят, с вами Женя Нотист, игрок команды Bad Boom третьей позиции. Сегодня мы, как вы видите, на сцене International плей-офф стадии и повыцепляем, скажем так, наших болельщиков, фанатов и поспрашиваем у них разные вопросы. Вы говорите по-русски? Конечно. Да? Привет. Женя зовут. Заур. Заур, приятно. Привет, меня Женя зовут. Как тебя вообще зовут? Привет, Матвей. Ага, приятно, Матвей. Тут так пару вопросов хотим задать. За кого болеешь на Интернейшнале? Ну, приехал за Bad Boom и Spirit. Сейчас уже за Liquid, наверное, больше. В принципе, нет ничего конкретного. Конечно, хотелось увидеть и спиритов, и вас хотелось бы увидеть, но никого не увидим, поэтому болеем за кого придется. Конечно, я болел за Spirit, к сожалению, они вылетели. Потом моими фаворитами были Beast Coast, они тоже вылетели. Но сейчас я думаю, что пусть Пупе возьмет этот TI, и я за него. Секрет. Мои фавориты, еще давно, когда они проиграли OG, это седьмой TI был, когда они OG проиграли, это LGD, ПСЖ LGD, вот, мои мальчики, вперед. Spirit. Да, я с тобой флажочек взяла там еще. Ну, один день только помахала. Как один день, один матч. В карту. Ну, видишь, хотя бы можно было помахать. Да, очень жалко, что все СНГ команды вылетели очень. Прям чувствуется. И даже за LGD хотела за наших братков китайских поболеть. Теперь вообще, только за Secret, наверное. Как доехали сюда? Да доехали отлично, учитывая то, что я не приехал не из России. Я был Откуда? неподалеку, отдыхал на Бали. 15 часов из Москвы, да, это было тяжело. Не, мы так же летели плюс-минус. Ну, пришлось. Мы как только узнали, что будет International в Сингапуре, купили билеты, и вот мы здесь. Ну, хотели в прошлом году полететь, но из-за того, что отменили зрителей, не получилось. Уже брали билеты и не получилось или не получилось? Не, мы ждали, как объявят, можно ли зрителям, нельзя. Да, я первый раз на Интернешнале попала, очень долго хотела на китайский попасть, потом хотела попасть на следующий, на 10-й, но не получилось, поэтому... В Бухарест. Да, точно. И я, наконец, приехала сюда, в Сингапур. Сегодня, кстати. Ну, супер, главное, что доехала. Как вообще поездка была? Долгая, тяжелая? Да, была достаточно тяжелая, потому что из Питера в Москву, потом Абу-Даби, и потом только Сингапур. Это все заняло 2 суток. Я прилетела на самолете через Дубай. Проездка вообще прошла очень быстро. Ну, вообще-то долго, но быстро. Все-таки предвкушала International уже как месяц. Но первый раз в визе отказали. Первый раз в Сингапур. Да. Я, чуть ли уже здесь все прошло хорошо. Как вообще впечатление от сцены тебе? Ну, скажем так, ожидал большего, но люди помогают все это, скажем так, пережить, потому что тут замечательная комьюнити, я познакомился со многими людьми, пофоткался со звездами мировой сцены доты, и я доволен, конечно, доволен, и лучше смотреть его так, нежели чем на стриме. Ну, я ждал, что будет, конечно, побольше именно эта арена, но так, в принципе, даже прикольная атмосфера такая, что все так... Можно со всеми подойти, поговорить. Вся эта арена не в восторге. Я считаю, что слишком мало все-таки мест для проведения такого масштаба турнира. Это все-таки мировой турнир, а 600 человек в зале — это очень мало. Сцена, говорят, что не очень впечатлила людей, не чувствуется International. Но я считаю, что здесь настолько домашняя атмосфера, то есть можно подойти к игроку. Когда будет огромная сцена, это будет практически невозможно. Ты выходишь вниз, ты встречаешь я Лоду сегодня встретила, ты встречаешь Дахака, да кого угодно, Кумана, вообще со всеми можно перефоткать, но это я больше про русских говорю. Вот. Поэтому я на самом деле довольна, потому что следующие 2 дня, получается, финала, они будут совершенно другие, и не будет уже таких возможностей потусить прямо рядом с вами, так вот постоять, пожалкать вас.
Как думаешь, кто высоко заберется, кто победит на интернешнале? Я думаю, что победит Тундра, а так я жду больше, наверное, финал Secret против Liquid, как бывших сокомандников. Ставим на секрет, но думаем, что Тундра. Думаю, секреты. Секретов Да, большие. секреты очень сильно, очень круто они выглядят. Я думаю, что Пупеха достоин того. Как достоин. А Южная Америка? Как думаешь, удивит? А кто там? Тандра Вейкен остались. Тандеры? Не, ну они тоже, да, все команды, которые остались, они все хороши. Это PSG LGD, а дальше там вообще там просто рулетка. OG в теории могут, но... нет, стоп, OG сегодня... Джей сегодня уже... Да, ну я просто сегодня не успела следить, потому что там дорога, все дела, но... Честно, не знаю. У меня пьедестал это PSG, а дальше nothing. И вот GD, если что, тоже уже сегодня. Я думаю, что Secret пройдут финал. Ну и там уже посмотрим. Рулетка Thunder Awaken должны выигрывать против Астер. После того, как они упадут. Сейчас Thunder Awaken с Ликвидами играют. Ну, когда пройдут. То есть ты думаешь, Thunder Awaken Liquid Я выиграет еще, думаю, да. И потом они пройдут, и потом будет какой-нибудь европейский финал по типу Thunder Awaken и Secret. Thunder Awaken из Южной Америки еще. Как вообще оцениваешь выступление СНГ команд на International? Не, ну, очевидно, ждали большего, но в целом, то, что, например, вы прошли на Инт, это уже хорошо. Spirit, ну, не знаю, я думаю, лично не повезло, что так все вышло. Хорошо оцениваю. Знаете, я считаю, что я не могу оценивать выступления профессиональных команд, я так скажу. Я не имею на то полномочий. Понимаю. И, наверное, соответствующих знаний. Поэтому оценивать вашу игру я не буду. Я от Budboom ожидал уже большего. Были большие надежды, но ребята подвели, к сожалению. Но что уж делать. Жизнь такая. Тут бы хотелось... Но вы молодцы, я следила за вашей игрой. Вы очень жестко боролись с Бумом. Там просто вообще... Я сидела тоже... Это был валидол сплошной. Вы молодцы, я прям болела, сидела. Я на работе сидела в офисе, и у меня коллега такой смотрит, что она там смотрит. Вот, но обидно, но я думаю, это не предел, и я думаю, команда покажет себя еще. То есть вы, я прям болею, держу кулачки за вас в следующем сезоне. С вами был Женя Нотист. Увидимся в следующем включении.